Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из вас попросили сделать мастер-класс по домикам, подвескам, которые я показывала в видеообзоре моих работ. Честно говоря, эти домики мне и самой очень нравятся, поэтому с удовольствием покажу вам весь процесс. А еще я приготовила для вас сюрприз, но о нем я расскажу в конце видео, а пока приступим к работе. Для начала нам понадобятся яичные лотки и шаблон изделия, которые вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. На одну подвеску нужно 4 лотка, а точнее 4 ровные крышки. Обводим шаблоны и вырезаем. Обратите внимание, что каждая фигурка состоит из 2 зеркальных заготовок. То есть в итоге у вас должно получиться 6 заготовок: 2 домика, 2 сердечка и 2 прямоугольника. Теперь нам необходимо сшить одинаковые заготовки друг с другом. Сшивать можно абсолютно любым швом. Можно воспользоваться швейной машинкой, мне же удобнее это делать вручную. Ну а если совсем нет желания шить, то можно попробовать склеить заготовки по краю термопистолетом. И делаем мы все это для того, чтобы наши подвесочки стали пухленькими. Ну а чтобы они стали пухленькими, их нужно набить синтепухом или холофайбером. Дальше нам понадобится любая самозатвердевающая глина. Разводим ее водой до состояния густой сметаны и покрываем все заготовки в 2-3 слоя с каждой стороны с обязательной промежуточной просушкой всех слоев. Такой способ превращения картона в прочный небьющийся материал я уже показывала в прошлом видео. И если вы еще не видели тех ярких рыбешек, обязательно посмотрите. Думаю, вам понравится.
После того, как все заготовки полностью высохли, их необходимо немного отшлифовать наждачной бумагой или пилочкой для ногтей. Дальше аккуратно шилом или толстой иглой прокалываем отверстия, через которые в дальнейшем мы соединим все заготовки в единую подвеску. 3 отверстия у домика. Да, я забыла на этом этапе про самое верхнее отверстие, но оно появится чуть позже. 2 отверстия в сердечке и 4 в прямоугольнике. Еще раз покрываем все заготовки жидкой самозатвердевающей глиной, шлифуем наждачной бумагой или пилочкой, еще раз прокалываем шилом отверстия, и наши заготовки готовы. Белым акриловым грунтом или белой акриловой краской покрываем все изделия, и можно приступать к росписи. Мне очень нравятся яркие цвета, поэтому я буду делать грибочки-мухоморчики. Вы же можете раскрасить домики под белые грибы, под осиновики, под березовики или любые другие. По моей задумке подвеска должна быть в стиле примитивных чердачных игрушек, поэтому роспись будет максимально простой и немного небрежной, а итоговое изделие будет как будто запылившееся и повидавшее виды. Чтобы этого добиться, я не использую чистую белую и черную краску, так как эти цвета характерны только для новых изделий. Белую краску я немного развожу желтой, а черную заменяю на темно-коричневую. И, кстати, я вам советую всегда очень аккуратно использовать чистые белые и черные цвета, так как ими достаточно легко испортить даже очень хорошую работу.
После того, как все части изделия будут раскрашены, пишем любую понравившуюся надпись в прямоугольнике. У меня эта надпись «Дом там, где твое сердце». Лично для меня это самый сложный этап, потому что, как вы заметили, ровные надписи и я – вещи не очень совместимые. Но мы же примитивные игрушки делаем, поэтому сойдет. Дальше собираем все части в единое целое с помощью шнура или веревочки и вешаем на видное место, например, где-нибудь в прихожей. Наша подвесочка готова, и я очень надеюсь, что она вам понравилась. Не только потому, что я очень старалась сделать этот мастер-класс, а еще и потому, что она достанется кому-то из вас. И если вы хотите, чтобы домик достался именно вам, то нужно сделать следующее. Первое. Подписаться на мой канал. Второе. Поставить лайк под этим видео. Третье. Подписаться на мой инстаграм. Четвертое. Написать любой комментарий под этим видео. Дождаться 22 февраля и в 18:00 по московскому времени из моего нового видео вы узнаете, кому отправится этот мухоморчик. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем удачи и отличного настроения. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всех люблю, всех целую. До скорой встречи. Пока-пока.